Знаете, я вдруг понял, почему так много писем от европейцев, натуральных европейцев, то есть людей, у которых бабушки, дедушки, там, прабабушки, все родились на континенте. Я показываю то, что могут показать другие СМИ, но не показывают. Я показываю то, что они обязаны показывать, но лицемеры покажут вам беременную, покажут вам хныкающего ребенка, хотя они прекрасно знают, какой контингент в большинстве своем прибывает. Лицемерные всевозможные актеры и актрисы рассказывают: сегодня мы все беженцы. Да, я поддерживаю. Если ты поддерживаешь, то не живи в своем закрытом особняке, в своем закрытом мирке, а выходи на улицу. Выходи туда, где люди, которых ты поддерживаешь, и которые едут, едут и едут. Наш репортаж из джунгл. У джунгл проблемы, их скоро могут снести, но появится еще один джунгл, появится 2 джунгл, 3, 10, появится 100 джунгл, потому что прибывают и прибывают каждый день. Впрочем, вам этого не покажут. А я передаю привет всем своим европейским друзьям. Спасибо вам за то, что вы это смотрите. И я всегда рад показать то, чего вам не покажут другие. Старайтесь не фотографировать полицию. Хорошо, понял. У меня один вопрос. Я хочу войти в лагерь. Это опасно? Возможно, я не знаю. Если у меня будет проблема, я не могу позвонить в полицию, да, получается? Мне никто не поможет? Можешь позвонить в полицию, но не обязательно мы пойдем в лагерь. Значит, если я войду в лагерь, что-то случится, я могу позвонить в полицию, но никто мне не поможет. Значит, я должен, быть осторожен, получается так? You should rest outside. Ты должен оставаться вне лагеря. Но я хочу войти в лагерь, я журналист. Значит, если я пойду туда, я это сделаю на свой страх и риск? Да, точно. Значит, это типа маленький Афганистан, и полиция не может туда зайти? Да. Ну хорошо. Мы не можем. Хорошо, спасибо. Слышали ли вы, что Великобритания не хочет никаких беженцев? Нет, я не слышал об этом. Говорят, у них уже достаточно беженцев. Пусть Нидерланды возьмут нас к себе. Почему они не хотят дать нам шанс? Все хотят получить шанс, в этом и проблема. Да, но вы знаете, проблема в том, что в Великобритании говорят, что если они вам разрешат приехать в их страну, тогда сюда приедет больше людей. И каждый из этих людей, которые приедут сюда, скажут: я хочу получить шанс. Раньше было по-другому. Сейчас приезжают люди из Сирии, Ирака и Афганистана, чтобы спасти свою жизнь. Они не за деньгами приезжают. Не знаю. Съезди в Сирию и посмотри. Если честно, мы посещали Ирак, курдские участки. Можем сказать, что там не так уж и плохо. Все-таки здесь в лагере есть курды. Вот и там они. Они мне сказали, что они из Эрбиль, из Сулеймании, из Захо. Там нет войны, там абсолютно безопасно. Там все в порядке. Но они приехали вот сюда, во Францию. А здесь, в джунгл, явно хуже, чем там. Афганец объясняет, что он из деревни, которая находится в сфере влияния Талибана. Что там очень опасно. Говорит, что там даже появились ИГИЛ. У молодых людей в моей деревне есть 2 варианта. Взять оружие или спасать свою жизнь. Идти в Талибан, либо в армию афганского правительства. Хорошо, послушай, если все уедут, тогда кто будет жить в Афганистане? Никто. Пусть ваши люди туда едут и себе все заберут. Я оставил своих детей и свою семью в Афганистане, потому что у меня проблемы. Я понимаю, но... Думаешь, я хочу жить в этом джунгл-тауне?
Да, я тебя понимаю, но вы должны спросить британцев, хотят ли они мигрантов из Афганистана. Спросите у них. Не решайте сами. British people. Как думаешь, каков будет их ответ? Хотят ли британцы мигрантов из Афганистана? Думаете ли вы, что британцы хотят Джунглтаун в Лондоне? Они этого не хотят. For what? I don't want to. Я не хочу об этом говорить. Они этого не хотят. Из-за этого здесь везде стоят заборы. Из-за этого они построят новый забор вокруг Джунглтаун. Слушай, у меня вопрос. Если ислам, такой классный, хороший, тогда почему в большинстве мусульманских стран люди хотят уехать в Европу, в немусульманские страны? Почему мусульмане покидают мусульманские страны, такие хорошие для всех мусульман? Объясни. I go Muslim country. Muslim country is no. Если я поеду в мусульманскую страну, эта страна не даст мне шанс. Они не заботятся о нас. Здесь о нас заботятся. А в мусульманских странах нет. People coming, you look after, but Muslim country no one look after. He say why you come? Go after, go back to your country. Why you coming? But you don't understand. Why you help? Iran is again security. Проблема в том, что мы берем мусульман в Европу, мы им помогаем, а они устраивают теракты. Лондон, Париж, Мадрид. Мы не хотим терактов в Европе, у нас дома. Идите в свои страны, сделайте их лучшими, сделайте их хорошими и безопасными. У меня жена, у меня 6 детей в Афганистане. Так кто кормит твоих детей? Мой брат, мой папа. Как долго ты здесь живешь? Может, где-то 2 года. Не хочешь вернуться в Афганистан к своим детям? Я их сюда привозил. Значит, это выглядит так, что мы возьмем тебя одного, а получим еще твоих детей, твою жену, значит 8 человек. А кто будет оплачивать школу, здравоохранение, дом, твою жизнь? Аллах оплатит. Аллах? Нет. Аллах не заплатит. Без шансов. У моей мамы, у моего папы 26 детей. 26. 26? Если бы у тебя была здесь жена, хотел бы ты еще французскую подругу? Yeah. Да. Тебе нравятся французские женщины? А может, у тебя должны быть 2 жены? Французская и афганская? Да, возможно. И тогда у тебя появится еще 6 детей? Нет, не 6. 10? Нет, может 2. Но кто тогда будет платить? Кто будет их кормить? Я же буду работать. А где ты хочешь работать? Слушай, я буду работать на такой работе, которую даст мне правительство. Если получишь, например, 1200 евро в месяц, ты не будешь в состоянии выкормить всех своих детей, снять квартиру, либо даже не квартиру, а дом. Ты должен быть богатым, чтобы иметь столько детей. Так что, хочешь ли ты деньги на своих детей? Может, небольшую помощь на детей. Знаешь, моя французская жена будет работать. Я тоже буду работать. Окей, я сейчас понял. Если французское правительство даст тебе 200 евро на каждого ребенка, их у тебя 6, значит ты получишь 1200 евро плюс твоя зарплата, плюс зарплата твоей французской жены. Окей, значит ты получишь работу и помощь от правительства. И дом, потому что 8 человек это слишком много, как для квартиры. Да, может даже больше, чем 8. Может больше? Да, больше. Мой друг, в Афганистане слишком много проблем. Серьезно. Я из-за этих проблем, не живу со своими детьми, покинул свой дом. Там слишком много проблем. Да, но смотри, если ты возьмешь сюда свою жену, своих детей, маму, братьев, сестер
там будет уже где-то 100 человек? No. Нет, ну не 100. No. Окей, 50 человек. Нет. 40, 25, 20 человек. Хорошо, 20 человек. Ну скажи, как мы можем дать вам дома, работу, деньги на детей? Я боюсь, что пройдет такой день, когда Франция станет мусульманской страной. Значит, где-то в течение 25 лет эта страна может стать мусульманской. И мне это, знаешь, не нравится. Как французу мне это вообще не нравится. Почему ты не хочешь стать христианином или атеистом? Ты бы мог быть европейцем, ты мог бы пить пиво. No. Нет, не хочу. Почему? Если ислам такой хороший, тогда назови хотя бы одну мусульманскую страну, которую считаешь хорошей страной. Одну. Ну, которая мусульманская страна, вот хорошая страна. Ну, которая, я не знаю. Which country is good? Ну, есть такая страна? Country, I don't know. Я же не знаю, но нет, я мусульманин. Если у меня болит голова или что-то типа такого, тогда иду в магазин и покупаю себе одно пиво. Yeah. When my headache, think about too much, when I go take the shop, one beer, one. Пиво? Yeah. Но это же харам, харам, это грех. Haram is haram. Харам, да, но хашиш тоже харам. Hashish haram. Есть ли у тебя хашиш? В My моей country стране is люди not- курят. Здесь тоже многие курят. So many people. Я знаю, что у тебя есть хашиш. I У want меня вот this one, такая одна yeah. штука. О, я ложу себе это в рот. Сколько это стоит? It's 2 2 евро. euro. 2. Как вы это называете? Это на один день, на один. This one day. Like put, Хочешь? no? Нет, не хочу. One day the migration police is come to London. Раньше однажды в Лондоне меня задержала полиция и спрашивают, что это, хашиш? Ну вот и арестовали меня. А почему ты это, не куришь? Нет, я это ложу здесь. Так лучше? Да. И ты это делаешь весь день? Ну да. Я сказал полицейским, что это гашиш. Но они взяли меня в комиссариат полиции в Лондоне. Мой друг, который курит гашиш, сказал, да, это гашиш. В Великобритании это запрещено. Где, в Лондоне? Да, там это запрещено. Здесь это тоже запрещено. Лучше не показывать этого полицейским. Ха-ха-ха, ну да. Если придет полиция и скажет, что уничтожит каждый домик в этом лагере, что тогда сделаете? Судьба этого лагеря уже решена. Мы пойдем в другое место. В какое место? Где? В другую джунгу. Может, построим новую джунгу. Где? В Бельгии? Нет, здесь рядом. Тут или там. But is he going to remove? All people coming there is only going to London. Why? Здесь все люди хотят поехать в Лондон. Почему? Потому что английский, это сильно простой язык. Объясни, вот почему они хотят все двигать в Лондон? Смотри, я не ходил в школу, я не могу писать и читать. Но до этого, как я приехал первый раз в Лондон, я уже говорил по-английски. Так где ты хочешь работать в Лондоне? А раньше я работал в Бирмингеме. Значит, тебя депортировали? Нет, я просто сюда приехал. Как? Зачем? Потому что мне не дали документов. Не получил статус беженца. Значит, тебе сказали, чтобы ты уехал? Да, я получил отказ, надо было уехать. Это было в 2008 году. Хорошо, значит, ты хочешь вернуться, но без документов. Нелегально. Да, без документов, нелегально. Не хочу ехать в Афганистан, там проблемы. Я хочу вернуться в Лондон. Афганцам не дают убежище, не дают документы. Здесь все были счастливы, если бы им получилось попасть в Лондон. Как холодно. Твоя камера включена или выключена? Вот это для фотографии. Вот это вторая для видео. Она не работает. Хорошо, понял. No. I understand. Блин, как холодно.
Холодно? Ты же молодой You young пацан. man. Слышь, а ты получаешь деньги от правительства? Нет, я не получаю никаких денег от правительства. Мне надо работать, чтобы получать деньги. Я вынужден платить за свою квартиру, машину, ребенка, жену. Я вынужден платить за все. И из-за этого мне надо работать, для того, чтобы заработать деньги. И из этих денег я плачу правительству налоги. Понимаешь меня? Террорист это кто? Кто Who's террорист? terrorist? Америка это Who's террорист. American terrorist? It's not. Америка? Yeah. Почему? Потому что я Because I тебе это tell говорю. you, you Кто know, террорист в Afghanistan, Афганистане? who's Америка. terrorist? American. Хорошо, но кто является террористами? Талибан или Америка? Taliban, which people? Америка. Listen, Талибан it's это good хорошие person, люди. Talib. Слушай, Талибан хороший. Талибан тебя не убьет. В Коране нет ничего про то, что он должен тебя убить. Коран не о том вообще, как убивать, а как жить. It's good for Коран life. хороший It's для not right thing to жизни. you go. Там нет All people такого, is иди убивай killing. всех людей. Какой вариант лучше для Афганистана? Проамериканское правительство или Талибан? Is a good, which good person? Я понял. Талибан это хорошие люди. Я люблю I like Талибан. Taliban. Талибан это очень Because классные Taliban is very ребята. good person. Значит, если Талибан победит в войне в Афганистане против проамериканского правительства, ты вернешься в свою страну и будешь жить под властью Талибана? Yeah. Да, говорю, Because it's да, Taliban, потому I что, tell you, говорю тебе, есть Taliban 4 разных 1, ветки 2, Талибана. 3, 4. Американский American Талибан. Taliban, Да, я знаю, Пакистан, Иран и Afghan Афганистан. Talib is very best. Да, афганский Талибан самый He's- лучший. he's Они not тебя не kill убьют, you. нет. It's not for you. For your life is very happy. Хорошо, понял. Но Талибан говорит, что женщины не должны учиться в школах. I tell you, listen to me one second. Слушай, Is go говорю to тебе, school слушай is меня. not Учиться в important. школе Is go это to не school важно. for В школах a job, есть девушки you know? и парни. For Это nice, плохо. is Это good for, невозможно. no, for, Если так, девушки I'm не должны men, идти в школу. 1, 2 Могут girls, идти в 2, школу 5 только если в girls, школе 2, одни 5 девушки. men. Is not Одна possible. школа для Is девушек, city no go другая school. для They парней. have one school for only girls, one school for only boys. You know? Because it's В Европе девушки и парни учатся вместе в одних школах. you're together, yes, but Да, Afghan учатся people is вместе. different. Но афганские You know, люди it's другие. Подожди, но что ты сделаешь, если ты приезжаешь сюда, и у тебя есть дочери? В какую школу они пойдут? Yeah, because Пойдут it's в ту же my школу, daughter, где и is парни. you go to London, Chris, Если you поеду в listen Лондон, to тогда там the, есть школы girls только для different девушек. School and woman different. Если ты поедешь в Лондон, твои дочери пойдут в школу только для девушек? Yes, Да, только для only for девушек. girls. Почему? It's different, Потому you что, know, ну хорошо, я one, тебе скажу. I'll tell Ну you. что No ты об этом думаешь? Ты занимаешься Afghan сексом со всеми людьми? You know, Секс с Muslim, 10 what do you людьми, think? это плохо? What do you think about for that? You know, have you touched your sex for any people? Listen, you love for 10% is not better. Ты думаешь, что европейцы занимаются сексом, типа идут сюда секс, туда секс, везде секс? Я же говорю тебе, я был в школе в Лондоне, я смотрел на всех этих людей. Одна девушка и 10 парней. Почему? Why? Серьезно? Yes. Да, серьезно. Да? А в твоем случае тебе легко найти в Лондоне одну белую девушку только для секса? Да, даже не одну, а много, я клянусь тебе. У моего друга 5 женщин. Знаешь почему? Но если тебе кажется, что эта женщина на самом деле нехорошая, ну тогда брось ее, нет проблем. Когда пожелаешь. Что ты имеешь в виду? Типа ты мне больше не нравишься, я ухожу и беру себе новую жену? Новую жену? Типа брак? Да, это нормально, если она тебе нравится, и ты хочешь ее на всю жизнь. И опять, после 2 лет она мне уже не нравится. Думаю, что она плохая. Я не хочу ее. Могу ли я kick her out? Kick out. Kick her out? Yes. И могу взять новую жену? Да, можешь. Yeah.